Всем привет, вы на канале Twinkie Time, и мы продолжаем проходить Baldur's Gate 3. Я немножечко перекачала себе Карлаха и Астариана, чтобы они были более, ну не сказать имбовыми, имбовыми это мультиклассы скорее на доблести пойдут. Такие нормальные, в общем, да, но сильноватые. Короче, Астариана я переделала в... Извините, а можно, пожалуйста, карточки? Пока что следопыт, потом я добавлю ему мультикласс... Господи, разбойника, вора. Разбойника и воина, да. Карлах. Карлах. Я сделала 2 паладина, 2 воина, и дальше будет плюс бардка. Также важный момент. В ответных действиях нужно божественную кару везде включать, как, ну типа да. Да, есть и да, спрашивать. Все, остальных я в принципе не трогала. Знаете, что я хочу проверить? Одну штуку. Ага, для этого мне нужна... Какая сумка? Мне для этого нужно не припасы, не алхимика, а... Рюкзак мне для этого нужен. 2 рюкзака. Может быть, я смогу где-то найти? Ну окей, где-то я их найду, где неважно. Может, даже где-то лежит. Ну, вряд ли. Ну, короче, если найду, тогда покажу вам один прикольчик. Это... Я этого делать не буду, я просто покажу, и, возможно, я бы это использовала на доблести, но... И на бочке я не вижу в этом смысла. Кстати, возможно, вот этот мешочек подойдет. А ну, возьми его. Бери-ка. Да, этот мешок подойдет. Тогда я оставлю его пока здесь где-то. Еще один такой нужен. Живой сундук, интересно. А может быть даже сундук подойдет. Но это не точно. Сундук, сундук. Ой-ой. Тимаски и пламя грибы. Убийственное сочетание. Да, поэтому... Один тебя сбивает с толку, другой взрывается. Поэтому мы немножечко... Угу. Свиток, это я возьму. I'll take that. Так. Тебя поглощает хаотический хор мелодий, единое существо под множеством голосов. Симфония целой колонии. Она пришла, она здесь. Хор стихает, одна мелодия взмывает над остальными, поющая медью и зовущая вперед. Я владыка. Тебе предстоит видение, твое безжизненное тело в обхвате грибных щупалец. Владыка тебе угрожает. Назови свою цель. Так. Какие у нас варианты? Сосредоточиться на паразите, соприкоснуться с разумом владыки и поведать правду о паразите. Ты ищешь способ избавиться от него, попросишь лишь дать тебе пройти по их землям. Убеждение. Я прошу посвет в поисках приключений, искать понимание, сосредоточиться на песне. Бард. Начать негромко напевать умиротворяющую мелодию в такт владыки. Твои жалкие уловки меня не пугают, приготовься к смерти.
Вообще, в целом, тут подошла бы вторая. Но почему бы не использовать убеждение? Не знаю, я не уверена в разнице, я не помню точно. Давай попробуем. Зачем я использовала на 5 класс, на 5 класс сложности столько баллов? Корни грибницы пронизывают твой разум, пытаясь познать твои истинные намерения. Затем владыка затягивает новую мелодию. Осторожную, но доброжелательную. Спустись ко мне. Настойчивая музыка тянет тебя вперед. Владыка ожидает тебя. Не, ну ты, владыка, гонишь, а зачем я тебе? Карлах, кстати, одобрила то, что мое убеждение. По какой-то причине. Короче. Сейчас мне надо найти по-быстренькому где-нибудь какой-то... мешочек. Мешочек, рюкзак, что-нибудь. Трупы. Эти существа дрались с двергерами. Прикол в том, что Астариана я с двуручки, хотя, подожди, у него до сих пор два огненных клинка, да, кстати, я еще один взяла. Я его хочу сделать лучником. Я, конечно, думала играть так, что поставить их изначальные классы, прокачивать их до конца, ну, типа, как будто бы это первый раз, но я все-таки играю не первый раз, и почему бы и да. Так, ну с ними нет смысла разговаривать. Мертвый чел, которого я трогать не буду. Пошли сюда. А ну, стой, подожди ты. О, у нас гости, приятно познакомиться. Ну давайте соблюдать местные обычаи. Ученый хмурится, его голос свинчивается тебе в череп, споры соединяются вместе в два разума. Блор, гордый член сообщества блистательных, к твоим услугам. Да, задачка твой разум намного сложнее, чем грибной. Ну, типа такое. Никогда не видела такого хоб-гоблина, как ты. Это взаимно, подруга. Я мало знаком с наземными расами. Но я точно знаю, что от индивида можно почерпнуть не меньше, чем от целого сообщества. С меканидами все точно так же. Они живут в гармоничном единстве, но каждый из них личность. Лучше бы люди так жили. Мы с коллегами пытаемся улучшить условия жизни в подземелье. Оно вовсе не обязано быть таким суровым и опасным. Встретить тут обитателя поверхности — это неожиданно. Что привело тебя в нашу глубь? Обман. Обман мне не надо. Свежеватели разума подсадили мне в мозг паразита, ну прям напрямую, да? Давай. Зачем было спускаться в подземелье, где они особенно сильны? Это не твое дело рассказать. Давай расскажем целиком. Тебе в мозг поселили летицкую личинку. И ты жива до сих пор? Могу представить, как тебя это тревожит. Ну, успокойся, у меня есть друг. Возможно, он сумеет помочь тебе. Мел. Надеюсь, ты по важному делу, Блорк. Мои образцы из рук дерева требуют постоянного внимания. По самому важному. У этой страницы в голове и летицкая личинка, а трансформации не происходит. Никакого цероморфоза быть не может. Как интересно. Тебе хотелось бы ее извлечь?
Твоя голова станет отличным подарком моей королеве. Прошу тебя, уймись. Я знаю, что мои сородичи заслужили твой гнев. Кто-то из моих собратьев садил личинку тебе в глаз. Или, может, в ухо? Но поверь, я не заодно с колониями моего народа. Я принадлежу к сообществу блистательных. Опа, колдунья. Мне приходилось уже заключать странные союзы ради информации. Послушаем. Беконидам не понравится, если мы устроим ту схватку. Я послушаю. Я не желаю иметь с тобой дело и никогда не стану доверять Элитиду. Давай первое выберем. Слушаем. Они тебя заражают, лежат твои сны, а ты все еще хочешь переговоров? Она сказала, что я дура. Воздержись от насилия. Я понимаю, что к моим сородичам ты можешь относиться предвзято. Если этот вопрос мы считаем решенным хотя бы на время, я могу взглянуть, что с тобой происходит. Хочешь? Открой мне свой разум, посмотрим, что таится внутри. Я, в принципе, и первый раз, когда проходила, и я на него, по-моему, даже ни разу не нападала, потому что, ну, чел появился и говорит, я с добрыми намерениями, я не такой, как другие летиды, но, в принципе, не обязательно сразу махать кулаками, да? Лайзель, конечно, предпочла бы, наверное, махать кулаками, но я не Лайзель. Давай. Так, расслабиться и позволить разуму Амелуму прикоснуться к твоему. Амелум. Как только разум Амелума прикасается к твоему, личинка наполняется мощью. Но по ощущению, она увеличилась в 10 раз. Она жива и бодра, и как будто довольна собой. Инкубационный период давно должен был завершиться, как твоя трансформация. Личинка, однако, насыщена странной магией. Она пребывает в стазисе. Что случится, если снять стазис? Могу лишь догадываться, но подозреваю, что трансформация будет мгновенной и крайне болезненной. Мне казалось, Амелум это всегда болезненно. Само собой, но я не видел смысла это акцентировать. Спасибо за информацию. Всегда пожалуйста. Сожалею, что не смог удалить личинку. Но мне пришла в голову одна идея. Да? Пожалуй, я законспектирую. Возможно, существует способ обойти этот стазис. Существует немало алхимических субстанций, воздействующих на разум. Разве не стазис причина того, почему я до сих пор жива? Я не собираюсь разрушать защиту личинки. Мне нужно лишь обойти помехи, не позволяющие вступить с ней в контакт. Обойти. И что же это за субстанция? Настойка из нескольких редких грибов, обладающих легкими псионическими свойствами. Мне потребуется свежий язык безумия и спор Тимаска. Но берегись, в естественном состоянии оба этих гриба могут быть весьма опасны. Тимаск вызывает замешательство у тех, кто подходит к нему слишком близко. А язык... Тут все и так понятно. Похоже, лакомиться им не стоит. Волшебно. Где же мне искать эти грибы? Подземье, разумеется. Хотя найти их большая удача, а поиски сопряжены с опасностями. Думается, мне у Леноры могут быть такие. Она раньше была жрицей Мистера. И где же живет эта Ленора? Насколько я помню, к юго-западу отсюда, хотя ее башня имеет свойство перемещаться. С чего бы у жрицы взяться опасным грибам?
Она помешана на своем садике. Ленора всегда держалась особняком. Природа была ее единственным спутником. Я предлагал ей вступить в сообщество, но она отказалась. Для нее были важнее эксперименты с корой Сусура. Похоже, лакомиться ими не стоит. Ну давай. Возгонка нейтрализует наиболее опасные из эффектов. Зелье будет сравнительно безопасным. По крайней мере, рассудок твой еще больше не пострадает. Окей, хорошо, я вернусь, когда раздобуду. Я хочу... Так, давай на продажечек посмотрим. Блин, у него нет... Ах. А жаль, ладно, когда найду, вернусь. Может, у тебя есть? Ого. Ты выглядишь куда независимее своих родичей. В чем секрет? С рождения я обладал склонностью к магии, столь презираемой моими сородичами. Она дала мне силу противостоять старшему мозгу. Его беспощадному натиску я сопротивлялся, сколько помню себя. Волшебство помогло мне в этом. Как только его контроль рухнул, я бежал. Раньше, чем в колонии успели заметить. Так что же все эти истории о том, что элитиды не способны выжить, если не будут пожирать чужие мозги, сказки? Поначалу я свел знакомство с Личом. Очаровательный собеседник, кстати. Вопреки всем расхожим слухам. Мне нужны были мозги, ему души. Идеальный симбиоз. Со временем, однако, устремления наши разошлись. Я жаждал улучшить мир, ему же нравилось наполнять его злом. Поэтому мы расстались, и теперь я питаюсь теми, кто действует вопреки целям сообщества. Может, это и не самый плохой способ справиться с подобным голодом. Ну, от нас это в принципе звучит. У меня, наверное, у нее, наверное, был бы ответ, что это логично, в принципе. Ну, окей. Возможно, обитатели подземья будут менее склонны к насилию, если осознают, как высока цена, не так ли? Окей. Пошла тогда я. Лазель. Чуть-чуть недовольная вижу. Ладно. А, меня что, чел звал? Тула. Не смей, что не сметь? Ее состояние типа знакомое. Это яд, который добывают из одной из диких трав подземелья. От этого яда есть противоядие, которое наверняка было у отравителя. И ей нужно скорее принять его. Так, наши варианты лучше. Кто сделал это с тобой? Как ты здесь очутилась? Дать ей противоядие, дать ей эликсир устойчивости к яду. Убеждение. Ты совсем плохая. Могу избавить тебя от страданий прямо сейчас, если хочешь. Ага, мы знаем, как ты избавишь. Расследование. Она беспомощна. Проверить ли от нее чего-нибудь ценного. Короче. Я знаю. Давай сначала спросим, как ты здесь очутилась, кто это с тобой сделал. И я думаю, что... Не помню, говорила я это или нет, что наша ГГ, она уже примерно с конца первого акта начала задумываться о том, что...
Не о том, что с ней происходит, а о том, что можно вести себя немножко более по-доброму, что ли, я не знаю. Не то, что прям добрячкой стать, но задумалась о том, что, может быть, ее темный соблазн заставляет ее делать плохие вещи. И она как бы об этом еще изначально задумалась, но я говорю про ее характер, который я сама и придумала. Могу, потому что... Как ты здесь очутилась? Меканиды пожалели меня. Славные ребята, особенно учитывая, кто платил им за это сырье. Меканиды, ребята дружелюбные, по крайней мере, по отношению к бредящим гномам. Ой, Зель, ты чё? Кто сделал это с тобой? Двергар меня ранил. Медицину, вспомни все, что тебе известно о Двергарах, ядов. Но мне это не нужно, я, в принципе, и так уже знаю, что с ней делать. Если тебя отравили Двергары, у них должно было быть противоядие. Ладно, окей, я просто дам ей противоядие, так как оно у меня есть. Карлах одобрила. Что бы это ни было, оно мне помогло. Чему ты помогаешь мне? А вот тут она как раз будет в тему, если скажет, за тобой будет должок. Мне пригодится. Ну, типа, первый вариант вообще не в ее стиле. Разве можно было пройти мимо, тебе явно больно. Ей в целом плюс-минус чаще насрать на то, что кому-то больно. Но при этом она и может проявить милосердие. Короче, да, за тобой должок. Спасибо тебе за помощь. Но мне надо спешить. Горловые исподия, у меня нет времени, я нужна своему клану. Ты не в том состоянии, чтобы кому-то помогать. Может и так. Зато ты в состоянии. Помоги мне, спаси мой клан. Мы хорошо заплатим. Мы клан Железной Руки и лучшие изобретатели во Вратах Балдура. Мы отправились в экспедицию, спустились сюда, и тут на нас напали Двергары. Спаслась только я, остальные Двергары заставили раскапывать какие-то древние руины за озером. И зачем ваш клан отправился в экспедицию? Просто искать разные материалы, ничего особенного. Что ты врешь мне? Но мы, ребята, рукастые, мы не бедствуем. Поможешь моему клану, мы тебе щедро отплатим, клянусь. Проницательность провалена. Ты мне соврала. Ладно, я освобожу твой клан, если смогу, хотя ты мне соврала, но вы мне отплатите. Спасибо. Жаль, пойти с тобой я не смогу. Но вот, смотри. Я стащила эти сапоги у серых, когда убегала. Буду очень рада, если кто-то напинает Двергаром задницы. Я объясню, где именно от них сбежала, и буду ждать здесь. Что еще мне остается сделать? Блин, я сейчас задумалась об одной штуке, но я не уверена, пока буду ли я ее делать, потому что это такой выбор, конечно, сложный морально. Шнуки скорости, покажи мне. Кому бы их надеть? Ну, вот на, ходи в них. А чё бы нет? Да, ты. Что он начал говорить? Она. Толстые пальцы владыки поглаживают лежащую его ног труп. Существо оборачивается к тебе, и монотонная мелодия проникает в твой мозг. Я покажу тебе воспоминания. Смотри, слушай. Видения налетают, заполняя разум. Двергары, темные дварфы, рубят топорами останки меканидов. Они нарушили наш покой, они перебили юную поросль. Песня владыки замедляется, превращаясь в погребальную. Он все еще скорбит. Многих мы уничтожили, но захватчики остались. У озера. Он так красиво светится. Песня владыки прерывается. Он оценивает тебя. Я чую твою решимость. На берегу озера ты найдешь пришельцев Двергаров. Вычисти гниль.
Destroy them. Пора пролить чью-то кровь. Хоть Двергеров, хоть и Меганидов. Мне все равно. Как... Боже, Лайзель, успокойся. Возьми себя в руки. Барт обман. Солгать, подстроившись под речи владыки. Добрые вести, гниль повержена, вы в безопасности. Барт, ответить в том же духе, поведай мне о пришельцах, как они движутся, как сражаются, как их вернее уничтожить. Засевать труп спорами, что это за магия. Отстань от меня. Я прикончу, почему Двергеры напали. Из мешанины пурпурных пятен проступают знакомые образы. Двергеры гонятся за гномами в одежде рудокопов. Двергеры ищут гнома. Это гости. Вы дали приют беглой гномихе. Благородный поступок. Владыка безмолвствует, но в его песне слышится благодарность. Угу, давай тогда, ну, засевать трупы спорами. Что это за магия? Мы вдыхаем жизнь в плоть наших врагов. Мертвые хорошо, чтобы растить в себе моих детей. О, хорош. Окей. Я вычищу гниль, убью Двергеров у озера. Владыка дарит тебе еще одно видение. Стена из лос раздвигается, виден мерцающий свет. Богатство магии и разума. Вычисти гнили, они твои. Ты окажешь услугу нашему кругу. Мы будем ждать вестей. Хорошо, давай. Я сделаю это, потому что я могу это сделать. Потому что на вас напали, на гномов напали, а у гномов и Двергеров вроде в целом чуть-чуть не лады. Да, стой. Плюсик. Окей, плюсик. Знаете, что я сделаю? Наверное, я добавлю себе вот так вот. Всем. Чтобы чуть-чуть больше видеть. Это не то, чтобы сильно... Это вроде не мешает, да? В целом нам никак, но... Но так легче. Во, отлично. Все, погнали. Я до сих пор ищу этот... какой-нибудь рюкзак. Мне нужен рюкзак. Похоже, грибочки с каждым днем пускают сюда больше народу. Что? Народу? По дороге тебе не попадался одинокий мужичок такой, дворф? Байлен звать. Он мне не встречался. Ладно, ну его. Кто он тебе? Мой никчемный муж. Отправила его с поручением. Неудивительно, что он его провалил. Как выглядит Байлен? Лысый, в синей тунике, тупой как бревно. Кстати, вот про нее потом я вам покажу один прикольчик насчет ее и ее мужа. Мог поискать его, если заплатишь? Да неужели? Я не такая идиотка, чтобы деньги подломать кому попало. Выберется сам? Ну, или не выберется. Подожду еще немного. Жуткая трагедия будет, если мы сюда вперлись ради пшика. А можно с тобой поторговать? Скажи. Почему ни у кого из вас нет этой штуки? Этой штуки, это рюкзачка. Что ты внизу тут делаешь? Сейчас? Жду, пока вернется мой идиот-муженек. Встречался он тебе, а нет, так нечем разговаривать. Что, и все, правда, больше ничем не занимаешься тут в подземье? Я тебе сказала уже, я жду этого придурка Байлена. Если он тебе не встречался, оставь меня в покое. Окей. Окей. Ногами ходящий, языком говорящий. Прекрасно. Загляни в недра памяти, расскажи мне о доме.
Вы думаете, ценные воспоминания, которыми, наверное, мог бы дорожить кто-то со здравым рассудком? Я кутаюсь в содранную одежду, в очаге дымит сырая плоть, я потягиваю желчь из стакана. О май гад, у меня нет дома, балдурец. Давай, у меня нет дома. Точнее, он-то у нее есть. Я уже говорила, что она балдурка. А она помнит об этом или нет? Она же потеряла часть воспоминаний. Окей, я думаю, она помнит, что она с врат Балдура. Представить себе шумную рыночную площадь в центре врат Балдура. Создание морщится от обилия народа. В ответ он показывает свой дом. Серую пещеру, полную гниющих трупов миконидов. Двергеры уничтожили мой народ. Я владыка без круга. В этом круге мне не рады. Но я слышал песню. Ты хочешь вычистить двергерскую гниль? Я к тебе присоединюсь. Ох. Очень хорошо, можете со мной. Окей, он теперь пойдет со мной, я очень рада. Я первым делом хотела пойти сюда. Вопрос, у меня есть зелье полета или зелье полета есть одно зелье полета. Но это, в принципе, этого хватит. Должно хватить. Да? Да. Какое-то тревожное ощущение от этого дерева. Царапины глубокие, оставлены недавно, когда это чудовище обозначило свою территорию. А, это мне аж туда надо идти. Да блин, ладно, тогда пошли сначала сюда. Вот сюда нам надо. Ах. Скорость перемещения существа увеличивается на 3 метра до долга отдыха, ближний бой. В другой ситуации я бы действовала по скрытности и просто побыстрее, чтобы побыстрее убить того, кого мне нужно убить. Но в этот раз я буду действовать по-нормальному, просто чтобы вы видели некоторые диалоги. Ингредиенты для зелья я собирать буду, потому что я могу. Что у тебя в ответных действиях? Все горит, все спрашивать. Правильно. Лагерь. Выглядит заброшенным. Казненный свирфни, блин. Беру. О, меч первой крови, 3.15. 3.15 это хорошо, у кого-то тут что? У тебя 6.15. Пусть будет.
Я так чувствую, как бегает этот владыка Глот. Посмотри, посмотри. Побежал, побежал, побежал. Что черт? Something good here, I hope. Похоже, там засада. Да, я знаю. What? Gek? Got someone sneaking up on us? Показать ладонью знак, что ты пришла с миром. Я не пришла с миром. Да, я сразу их атакую, чё. Вот так вот. Вот так. Да. Вот так настолько я злая, плохая. Мы застали врасплох. Ну, это супер хорошо, это прекрасно. Что у тебя по пассивкам? Пассивка меткий стрелок ва-банк. Дистанционные атаки оружием, которым вы умеете пользоваться, обладает штрафом минус 5 по простым атаке, но дополнительно нанес 10 урона. Прекрасно. Опутывающий удар. Ваша атака призывает колючие лозы, которые могут поймать цель в ловушку. Подготовка дальнего боя. Давай, подготовку дальнего боя. Опутывающий удар. Они врасплохе. Мне так-то на это пофиг. Это просто, это... Ах, обожаю. Я должна еще Сталину все свои яды поотдавать. Ого, ничего себе, промахнулся. Как-то так. Получается. Так, я. Скороход. Надо, кстати, всем подавать скороходов, потому что... Потому что я могу. Скороход. Это действие. Жгучая кара. Промах, Карлах? Серьезно? А, у меня же еще этот чел есть, я и забыла уже про него. Ну, давай ты просто пробежишься сюда. Ты мне не сильно нужен. Расплох, расплох. А, кстати, я забыла, что я дала этот меч. Фалара Луви, мелодия. Меч гудит в предвкушении, готовы петь или вопить. То есть, если я даю ему пение, все союзники получают бонус к прыжкам атакам с испытанием харизмы, мудрости, интеллекта. А если это, то... А это действие? А, это короче. Это действие. Прикольно. Семьдесят 5% опутывающий удар в ловушке, да, молодец. Тут стой.
Не зал... Блин, ладно, окей. Меня радует, что я могу телепортерское вдохновение накладывать и за Карлушу, и за себя, потому что у меня мультикласс, и Карлуша я вкачала тоже мультикласс в Барду. Survival is all that matters. Не. Я просто решила их перекачать, но Астариана и Карлах, чтобы они были чуть-чуть сильнее, потому что они тогда будут плюс-минус перекрывать то, что у меня мультикласс из всех 12 классов, а это, ну, честно говоря, это не сильное совершенно. Не сильный мультикласс. Я такая, так могу колдовать немножко, там, тут немножко, но... Копье метнул. Молодец. Метнул, хорош. Мультиатака. В чем проблема с мультиатакой? А, лежащего плашмя. Ну ладно. Изи. Victory awaits. 42%. Нет. Не хочу Taking это. position. Давай вот так. Отсюда ближе. 42%. Не ближе. Ну, ладно, все равно давай попробую. Я не хочу слазить пока. Ну, нет, так нет. On 72%. the way. Не то, не то, не то. А, ну ладно. Пофиг. Break them. Есть причина и то. Фиг с ним. Let's have a little fun. Слишком далеко для тебя, да? Нет? Путь перекрыт. Давай. Time to press ahead. Чему путь перекрыт-то? Что тебе мешает? Что перекрывает тебе путь? А, окей, ну подойди поближе тогда. Yes. Я тупо не хочу слазить. Victory awaits. No time to waste. Изи. Опухоль иссечена. Двергары мертвы. Ну, да, типа. Эту землю я нареку своей. Из тьмы восстанет могучий круг. Песня моя заполнит пещеру. My song will fill the grotto. Death to Несущая смерть. the В пещере место лишь grotto одному is владыке. stayed but one В век soul. Глота. In the age of glut, Глот, ты дурачок. there may be Никакого no спава быть не может. Прикончи другого владыку. the other sovereign. А это типа почему тебя принял другой круг, когда двергары твоих прикончили, и ты такой, я сейчас их всех убью, заберу это место. Ты чел, ах ты. Ну, он охреневший. В натуре. Ты восстанешь против спава, что дал тебе прибежище. Her fate Он заслужил свою судьбу. my
Мой круг погибал, а дверь горы процветал. Dwerga flourished. I Я пел Спаву о помощи, но он спрятался в пещере и позволил врагам убить мой круг. cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Выбирай, гладкомыслящая. Помоги мне вырастить сильный круг и получишь награду. And reap the reward. Or Или защищай сиятельного труса, пока круг Глота не поглотит его целиком. circle of glut to devour it. Ай, Глот, ну ты и дурак. Нет, он серьезно, но это так тупо, ты просто мог нормально себе жить. А ты также ждешь крови, Глот, так я напою тебя ею. Мне нравится этот ответ. Ну и он по факту не прав. В любом случае нам с ним драться, если я выбираю не их. Так что You shall never ты никогда не again вернешься know. домой. Ты уже наполовину мертвый, держу в курсе. Ну, почти. Астариан? А, Астариан у меня в приседе сидит, смотри. А. Так, короче, Астариан и Лайзель одобрили мой выбор, а Карлах не отреагировала. Ну, его обезоруживать не надо, он и так безоружный. Ядовитое облако, молодец. Кругу Глота не суждено быть. Мы об этом позаботились. Владыка бесподанных. Никто не будет плакать по Глоту. Ну, мне его даже немножко жалко. Чуть-чуть. Совсем капельку. Кстати, я хотела отдать стрелы Астариану. Ох, мне нужно как можно больше стрел этого. Как это называется? Множество целей. Вот это тебе, вот это все тебе. И яды тоже я ему отдам, он будет их наносить, если что, себе. Яды тебе. О, гремящий гром тебе, Лимитара тоже, и вот это. Все тебе, все. Мне это все вообще не надо. Мне они не нужны, а тебе не понадобятся. Выброси. Так, что еще? Что еще? Ну, тут есть еще яды, но это обычный яд, я его продам, он, в принципе, такой себе. Что у тебя тут? Вот так. Сейчас я заберу все, что мне надо тоже. Противоядие. Топор истребителя. А ну-ка, ну-ка. Не, у нее лучше. Я могу с кем-то здесь поговорить? С кем-то по-любому могу. What's inside? Moving in. What creatures live Что за in waters существа this могут dark? обитать в столь темных водах? Вот с этим могу поговорить. Опа. Залитый кровью дневник. Дайте. Журнал, в котором описывается внешний вид и качество различных самоцветов, добытых в недрах Земли. Рядом с зарисовкой каждого камня отмечается вес, цвет, чистота и прочие показатели. Подчеркнутая запись для крупного рубина написана трясущимися возбужденными штрихами пера. Следующие две серии, вот, то есть вот эта и следующая, не следующие две, а вот эта и следующая, будут немножко короче, чем обычно, на 1,5 часа, а не на 2. Так.
У тебя было что-то ценное? No. У меня нет. We're fiddling. Гномы возились с породой там. Yonder. Там. Чем ты занимался, когда умер? Hunting. Runaway slave. Искал беглую рабыню. Ага. Тост. Нет, откуда ты пришел? Across the Ebon Lake. С того берега Эбен озера. Кто ты по профессии? Hunter. Warrior. Sworn to. Абсолютист. Absolute. Охотник без. Что с тобой произошло? Myconids made me. Микониды заставили покончить с собой. The Ого, corpse does ого. not stir. Ничего себе, они так It will могут. answer no more questions. No more questions. Не, ну тут же по-любому где-то есть какая-нибудь штука, которая мне нужна. Always room for more. Выброшенный дневник. Давайте почитаем. Мы устроили сюрприз-вечеринку для железностопа. Как этот кретин умудрился дожить до 150, никому не понятно, но это все равно отличный повод для праздника. Когда он видел, что мы приволокли огневиски, клянусь, он прослезился. Я всего-то кружку выпил, но языка уже совсем не чувствую. Этот псих за вечер уговорил весь бочонок. Понятия не имею, как ему удалось дожить до следующей смены, но мирно утверждала, что он ей нужен в вагончике, чтобы стеречь инструменты. Стеречь. Когда оттуда раздался громкий храп, прораб-проходчик не сказал ни слова. Не сказала. Бездельнику сильно повезло, что у нее доброе сердце. Лучше пойду-ка посплю. Только что поступили указания обустроить тренировку с лопатами и кирками для молодняка. А мне еще зурк дерева заготавливать. Куда девается время? Дробящая. Дубинка дробящая. А сколько наносит урона факел? Факел 2,5. Нет, дубинка туда мне вообще не нужна. Мне просто на потом нужно будет дробящее оружие. Размокшее письмо. Призывающее получателя быть осторожнее на дальнем берегу Эбен озера. По слухам, в том районе бывают двергеры. Лакулит. Да не гони, тут где-то должен быть какой-то сундук. What's in here? Тщательно заштопанный мешок. Кстати, а мешок подойдет? А ну. А я не могу его взять. Нющая корзина, может, могу взять. Но не, она тоже мне не очень подходит. Ну, может быть, еще вот здесь есть наверху. Так, тут у нас сказание Фаэруна, часть 4, щедрый шахтер. Жили-были в подземном городе Манталандериты глубинная гномиха по имени Сади и ее отец сам. Каждое утро трудолюбивая Сади брала кирку и отправлялась в близлежащую пещеру на поиски самоцветов. Каждый вечер ленивый сам пересчитывал добытые ей камни и требовал, чтобы она приносила еще больше. «Ты будешь трудиться, пока не сделаешь меня первым богачом Фаэруна». Однажды, возвращаясь домой, Сади повстречался незнакомец, изможденное низкорослое существо с сероватой кожей. «Это же Дера!» — воскликнула Сади. «Умоляю», — проявил Дера, — «отдай мне 1 рубин, чтобы я мог купить себе пропитание». Сади жалилась и дала попрошайке рубин. Вернувшись домой, она рассказала отцу про этот случай. «Он тебя обманывает, не слушай его», — сказал сам. «Дера — полоумное создание, не думает только о себе. Не давай ему ничего, а то выгоню из дома». На следующий день Дера вновь поджидал Сади. «Умоляю, дай мне 10 рубинов, чтобы я мог купить себе место для ночлега». Сади жалилась и исполнила его просьбу. Сам был недоволен. «Ты принесла слишком мало», — попрекнул он ее. «Это никуда не годится». На 3-й день Дера отыскал Сади в пещере. «Умоляю, дай мне 100 рубинов, чтобы я мог прокармливать своих братьев и сестер». Добрая Сади отдала попрошайке весь мешок. Когда существо взяло самоцвет, вспыхнул ослепительный свет, и Дера обернулся огромным золотым драконом. «Ты доказала, что твое сердце и душа полны щедрости, и приди же в мое логово и раздели со мной мои сокровища». Сади с радостью согласилась и стала жить с драконом в его роскошном обиталище. Год спустя, проходя мимо той же пещеры, Сади увидела попрошайку, ее отца, Сама. «Сади, у меня не осталось ни денег, ни дома», — сказал тот. «Умоляю, отдай мне 1 рубин, чтобы я мог купить себе пропитание». Но Сади не сжалилась над ним и прошла мимо. Офигеть. Ну, интересная история, что могу сказать. Дневник с выцветившими страницами.
На внутренней стороне обложки аккуратно выведено: прораб, проходчик мира. На странице с записями об экспедиции испрещены формулами и расчетами. Последняя запись гласит: экспедиция 42. Вернулись из Северного квадрата спустя десяток дней. Разведали 2 потенциальных места для разработок. Нашли арундовую жилу. Велс сам установил заряды, устроил подрыв, распределил ребят по сменам и возглавил первую группу. Со временем братец станет прекрасным прорабом-проходчиком. Но пока ему не достает хладнокровия. И он порой плохо чувствует камень. И иной раз бывает слеп, что твой обитатель поверхности. Надо будет взять его при случае с собой на Эбенозеро, чтобы поупражнялся. Неужели тут нигде, блин, нет какой-нибудь штуки, чтобы я могла ее забрать? Вы гоните. Эх. Не, ну вы реально гоните. Мне надо снять кору с дерева сусу. Maggots will be done. Is that blood? No, never mind. Упс, нокдаун. Moving ahead. Так, это я сейчас где? А. Я поняла, это я сейчас где. Окей. Смотри, смотри. Прекрасный ужас. Ой, блин. Ой, блин. Упс. Так сказать. $49. Гонишь. Куда сотени, чтобы обрести невидимость, если вы затемнены? Это что? Это действие. Это бросок атаки. Это же действие. Блин, мне надо было... Зря. Это действие, боже мой. У кого-то есть не действие. Устойчивости нет. Ну да, ты сюда не допрыгнешь. 30% это совсем мало. А так, 55. Ну так получше. Not bad. В смысле промах Астариан? Возьми себя в руки. Бонусное действие. Да ладно, промах, в смысле промах. Получить преимущество при бросках атаки против небожителей. Вот это существо, это что? Чудовище, ладно, пофиг. Пусть будет так. Века оружие тоже. Что ж было? Ой, мне надо, чтобы ты сюда прыгнула. Хорошо, молодец. Рывок — это действие. Если так. Ой, только не выкидывай ее. Неприятно. Неприятно, говорю.
Какой промах, чё ты несешь? I'm ready. Да, вот так. Don't be shy. Can't give up now. Ну, в принципе, можно короткий привал использовать Took the теперь. edge Да. off. Это так лучше. Так. There better be a soft bedroll in my near future. Have to keep going. Окей, и так, да, хорошо, неплохо. Мгм. Don't be shy. Уп. The bitch queen shall take me, my joy. I'm nothing. Захвачен врасплох. Staying out of Лазель. sight. Unheard, unseen. Просто хочу заранее дойти, чтобы не тратить свои походочки. Красно. И Астариан тоже. Астариана я бы наверх поместила. Вообще-то. Давай так. Они у меня немножко с разными дерутся, но неважно. Let's move. They're breathing, despite everything. 15. Призыв подкрепления, это ты знаешь что? Мы привлекаем слишком много внимания. Так, теперь давай перейдем к этим двум. Илро забытый. Завораживающий узор, кстати, имбовая штука. Я на своем другом сохранении постоянно ее юзаю за бортку. Какой промах. Че? Make way. Титика провал. Он кричит: любовь моя дорогая. Мне нужно, This is your end. чтобы Карлах и Лайзель закончили с ним, потому что мне надо помочь своим вторым. Вот. Not one Вы пойдете false вот так поверху, потому что вы можете. Вот цветок Сусура. Захвати по дороге. What is this? These flowers. They make my blood run as cold От этих as цветов ice. у меня кровь в жилах стынет. Я
Пока что положу ее куда-то сюда. Хотя, в принципе, нет, просто лазер лежит. Нет, стой, подожди, пока ее надо выбросить. Пусть лежит тут. Этот цветок делает поле, при котором ты не можешь колдовать, а мне это пока что сейчас вообще не надо ни разу. Ready for Карл? some good news. What now? At the ready. The dance macabre. With finesse. Мне бы лук добыть один сильный. Хорошо, что не в пропасть. Ты там как? Жива? Anything of use? Ну, жива. Can't slow down. Карасусура. Chill runs through Только же you. пробегает мороз. Your magic, Твоя the магия, fire огонь, that что burns всегда пылал within, is внутри, угасает. fading. Так, попытаться сотворить простой фокус, закрыть глаза, вдохнуть поглубже, сфокусироваться на этом ощущении и сопротивляться, тебе нужна твоя магия. Закрыть глаза, вдохнуть поглубже, сфокусировавшись на этом ощущении. Давай. У меня такого никогда не Your было. magic Твоя gently магия and мягко и свободно effortlessly перетекает из flows тебя from прямо you в цветок сусура. and into the Susa flower. Hey, Эй, what's wrong? ты в порядке? You Ты spooked. как-то побледнела? Проклятый цветок, моя магия исчезла. Gone, gone. Совсем исчезла? Ну ты же чародейка, разве магия не у тебя в крови? Isn't magic you? Я это не только моя магия, так ведь? Но это не подходит, я думаю, первое хорошо. Временные неприятности, мои способности скоро вернутся. It's the bloody Это же underdog. растреклятое подземье, никогда не знаешь, какая еще дичь тебя тут постережет. Я реально не знала, что на меня так действует цветок Сусура. Ну, не на меня, а на мой класс. Прикол. Ага, ну давай выйдем из-под его поля, и все действует. Изи. Кора Сусура. I've got the plans. Чертежи есть, кора Сусура есть, теперь надо найти, где вы его проработать. The forge at the blacksmith's Думаю, house кузня в доме should do. кузнеца сгодится. Eager Это for battle. несомненно, но... Have a lot on my mind. Но вот этот цветок нам нужен. In it. Я знаю, где я его возьму в другом месте, окей. Я один экземпляр кину себе в лагерь, чтобы он там был на всякий случай, если вдруг он мне пригодится Find a way однажды. forward. А еще один я достану в другом месте. Да. Полусъеденный гном. Прекрасно. О, Фил разобытый. The corpse regards Труп. you lifelessly. Как? Что? Ты жил среди этих созданий? My pack found me. Моя стая нашли меня, кормили мясом гномов. Gnome flesh. Светящееся дерево, что это? Оно унимает плетение, защищает меня от остальных. Protects me from the others. Кого остальных? Thorgrim, Саргримдхорн. Dorn, В начале подземья, помните? Adamantine Forge. Only one of us may find. Ну вот он, собственно, и сам это сказал, что вначале мы встретили Дроу, который говорил о том, что он и еще двое других ищут кузню, и вот это один из тех двух других.
Где мне найти эту кузню? Место из Калдхорн. Я выяснил про стражу. Task I learned of the Guardian. Вот. Что такое страж? Protect Защитник. of the adamant. Ну, логично. From hellish heat. In hellish Рожденный от адского жара в адском жару умрет. The spell's power wanes. You can ask no more Это, questions. конечно, прекрасно. Наш дружок-волшебник по имени Тхорн тоже разыскивал эту кузню. Какое популярное местечко. Ну да, есть такое. Трепанный свиток. Незаконченный свиток воплощения, порченный следами зубов и высохшей слюной. В этом беспорядке можно разобрать лишь несколько слов. Скайрен... Ага, ну понятно, магма. Понятно. Я возьму этот свиток. Картошка, капуста, кошель. Кошель, кошель, мне надо кошель подобрать. Да, я сейчас покажу вам этот баг, который, возможно, вскоре исправят, но я не знаю. 10 кристалл. Нацарапанные записки. Беспорядочные заметки, нацарапанные неаккуратным почерком. Защитник, страж адамантовой кузни. Из магмы рождается лишь магмой уничтожим. Горячий молот. Горячий молот. Где? Ниже нарисована маленькая карта, где несколько мест помечены крестиками. Внизу карты написано «Тхорн знает». Прекрасно. Показываю, что нужно делать. Ща. Personal research progressing. Not well. The nutrition my species receives from other Если это те мешочки, которые я думаю. to emulate. Welcome back. I do enjoy a good bargain. Да. If anything in my private collection is to your liking. Один мешочек открываем у себя. Второй мешочек продаем ему, открываем у него. В этот мешочек, который у него, кладем все, что нам нужно. Например, вот зелье, там, вот это. Короче, я кладу все просто потому, что я могу. Так, теперь, по идее, мы это закрываем. Нет, мы это не закрываем. Мы отсюда переносим сюда, и мы ничего не платим ему. Мы ему ничего не должны. Таким образом, можно тупо, бесплатно забрать абсолютно все, что угодно, у кого угодно. Но снова же я этого делать не буду. А так вы теперь об этом знаете. Ну, типа, мы на полном серьезе выходим. Very well. I have Trader has no interest in selling that particular item. Are welcome to purchase something else. Окей, окей. Да. Have you spoken with Skris lately? Где оно? Вот оно. Открываем, и это все у нас есть. She is cataloging core. Я вернусь на свое сохранение, потому что мне этого делать не нужно. Я просто показала вам, еще раз повторяю, хотя я бы это сделала на доблести. Там реально будет проблема с деньгами, и это очень нужно. Даже не то, что с деньгами, а то, что нужно очень-очень много всяких штук и припасов. Welcome back. Have you made it? I do enjoy a А у него good я bargain. куплю себе кое-что, If ну и anything продам in my кое-что private тоже. collection is to your liking. Вот это я продаю, вот это я продаю. Амулет недостойных ему, в принципе, не надо. Манный шаг останется пусть. Тут все пусть остается. Здесь вот это можно продать. Это продать, это продать. Угу, вот это. Темнейший талисман, он мне, в принципе, не надо. Так. У тебя есть какой-то лук? У тебя нет лука. Жаль.
Сложная жизнь. Не надо. Дружба с животными тоже пусть будет, в принципе. Яды мне не нужны. Что еще? Разговор с мертвецами мне не нужен. А у него я хочу взять вот это. Волшебная стрела, первый круг. Скорость перемещения владельца не снижает. Хорошо. А это что такое? Может, видеть в темноте мне не надо? Это. Накопление зарядов молний. А, к слову, мне бы ей все-таки... Опаляющий луч. Классная штука. Ого. И в итоге я почти не вернула себе денег. Ну ладно. Мне очень-то и хотелось. Ключ древних мне не нужен. Вот это мне тоже не надо. Скороступы. Пусть пока будет. Very well. Ах, это хорошо, это прекрасно. Disgrace Another lately. step forward. Пошли расскажем этому челу. Что мы вообще знаем. It greets you with Он a встречает тебя harrowing тоскливой elegy, песней и безотрадной, как cheerless as the новолуние. new moon. Дверь горы мертвы гнили уничтожена. The music shifts. Мелодия меняется. Still Она все еще melancholic, печальна, но but теперь в now ней звучит sweet надежда. with hope. Карлах одобрила. A new harmony. Serenity. I name you Peace Bringer. Fragrant spores Ароматные waft споры through the air. поднимаются в воздух. Your Твое heart сердце swells наполняется with bliss блаженством with с your каждым every breath. вздохом. Freely you have Без сомнений given ты to отдавала us. нам. Без сомнений ты можешь брать. Freely you may take. The Guardian Gate is open. Сторожевые ворота открыты. Твоя награда ждет Your тебя. reward. But before Но this, сначала я хочу I попросить have еще another об одном boon to ask благодеянии. of you. Ты вырезала дверь горскую скверну, но не тронула ее источник. But not its source. In your mind's eye, Перед твоим мысленным взором появляется дроу, идущий по трупам миконидов. Зовут его Нере. Он охотился на нас, так открой же охоту на него. Принеси мне его голову, и я буду знать, что мой круг теперь в безопасности. And I will know my circle is safe. I'm more than happy to kill С this. большим удовольствием убью этого, whoever he is. неважно кого, But но tell скажи me there's сначала, something in it какой for нам от us. этого прок? Надеюсь, за это нас тоже наградят. I ask of Я попросила благодеяний, и я отвечу тем же. the drow Дроу скрывается в развалинах у озера. Подари ему смерть и возвращайся ко мне. death and return. Это правильно. Это хорошо. А, стой, подожди. Peace bringer. Be at home. Я убила существо по имени Глота, но хотела уничтожить твой круг. You are one with spore. В мгновение вы со спавом становитесь одним целым. Твое горло сжимается, затем расслабляется. Вокруг тебя безмятежность, твой разум спокоен. The songs Теперь в наших песнях будет now петься carry твой, your spirit. петься и твой дух. Миротворцем называл я тебя прежде. Peace bringer. Единочаятелем нарекаю я тебя I теперь. now name you kin spirit. Мило. Что ты мне дал? Споры блаженства. Существо получает бонус 1.6 к броскам атаки, проверкам характеристик, испытаниям для следующего долгого отдыха. Да блин, ну у меня скоро следующий долгий отдых. Так, ну ладно. Ну неважно. Где место, которое ты мне открыл? Где-то здесь. А, вот оно.
Кстати. Сейчас. Красный шляпник. Тень Мезамбранза. Вот этот капюшончик я надену Астариану. Где он? Где капюшончик? Капюшончик где? Вот. Он у нас окутывающие тени дает действие класса. Это невидимость заканчивается досрочно, если вы атакуете, произносите. Ну, это, короче, невидимость, стать невидимым. Вот это что. Вы ощущаете, что эта накидка дроу словно пропитана тенями, готовыми окутать вас и скрыть от чужих взоров. С него такая же накидка, только без каких-либо улучшений. А ему это прям надо. Луч болезней, слепота. Бледный труп. Ледяной металл. Брачные игры фламфов. Честь. На обложке горделиво провозглашается, что эта книга живописует брачные игры фламфов. Посмотрите. А если я посмотрю оглавление, это мне не закроет следующие пути? Но я сохранилась. Безумные гипотезы откровенного характера, зарисовки и множество веселеньких отсылок к тентаклям. Не слишком академический текст. Давай расследование. Внимательно смотреть книгу. 15 класс сложности, ты чё? Окей. Внимательный взгляд открывает нечто новое. Бульварное чтиво расплывается перед глазами, и иллюзия рассеивается. Остаются только простые инструкции, написанные кратко и по делу. Секрет производства адамантина. Это нам надо. Угу. Страницы, очевидно, скопированы из какой-то большой книги и описывают постройку использования большой кузни в подземье. Среди служителей Шары был гном по имени Силоувьяли, волшебник, слава об исключительном даровании которого гремела от свечной цитадели до Сарцера. Под его началом шариты построили великую кузню, столь жаркую, что в ней можно было переплавлять мифрил в адамантин. Из всего дивного металла они делали лучшее оружие и броню. Однако драгоценнейшим детищем Ялии была не сама кузня, но присланные ими из магмы страж для ее защиты. Говорили, создание это столь могуче, что ему не страшны никакие мечи и заклинания. Ниже следуют инструкции по использованию великой кузни. Материалы: сырая мерфильная руда и подходящая форма. Поместите руду в форму в соответствующие камеры, потяните рычаг, чтобы опустить молот и подготовить руду к выплавке. Откройте клапан для притока лавы в тигеле и отпустите молот обратно, чтобы выковать изделие. The forge again. Hells. We know everything by how it smells. А опять про кузню мы уже про нее слишком много знаем, хотя в глаза ее не видели. Ну да, пока не видели, но это пока. Это пока. The corpse regards you lifelessly. Как ты умер? Дрался с соперником, призвал наблюдателя. Наблюдателя он призвал. А, так это он призвал того наблюдателя, которого мы встретили в начале подземья. Второго дроу, или третьего, или первого кого? Первого, короче. Что за книга лежала, мы и так знаем. Из-за чего вы сражались. В принципе, мы все знаем, но просто ради интереса давайте спросим. Слава. Слава. Хорошо. Что такое адамантиновая кузня? Мы еще знаем это. Ну, мы это знаем, Что за книга лежала рядом с тобой? The secret to mastering the adamantine forge. Book disguised by magic. Зачарованная книга. Что такое адамантиновая кузня? Lost workshop of Siluviali. Finest weapons in all creation. Ты знаешь, где эта кузня? Ну, мы это знаем. Кто ты? Zagreus
spell's power wanes. Это хорошо. Рюкзак. Короче, еще мы подобрали у всех этих 3 челиков по одной части копья. Говорю, по одной части копья. Вот оно, ледяной металл, объединить. Потом льдистый кристалл и ледяная рукоять. Ну, давайте прочитаем, ладно, так и быть. Что это такое? Хлопья намерзшего инея покрывают отверстие внизу толстой металлической палки, к ней явно что-то крепилось. Ледяная на ощупь рукоять того, что раньше, наверное, было посохом, на его верхушке виден винтик. И кристалл остается ледяным на ощупь, сколько не сжимая его в руке. По низу его идут тонкие углубления, будто кристалл прежде был к чему-то прикреплен. Огне. И у нас получается розовое, очень редкое оружие, посох. Кстати, я его заменю сейчас на свой. Это хорошо, это вот сюда мне. Посох. Скорбный хлад. Ледяное сердце. Нанося урон холодом, владелец наносит цели дополнительно 1 единиц урон холода. Неся урон холодом. А у меня есть на холод что-то? Да, есть. Ну, логично, ледяной луч получилось. Когда ваше заклинание наносит урон холодом, цель с некоторой вероятностью получает охлаждение. Можно, в принципе, добыть какие-то... Воздух вокруг посоха волнуется от колючего ледяного ветра, так проявляет себя слишком долго сдерживаемая сила, которая жаждет вырваться на свободу. Прекрасно. Карасу Сураж. Давайте сходим, используем ее все-таки, пока мы еще в первом акте. Я забыла уже понемножку об этом. Так, это вымершая деревня. Ну хорошо, давайте сделаем это в следующей... Ладно, давайте в этой. Пофиг, сейчас я успею это сделать. Cursed to put my hands on everything. Looking ahead. Где? Вот здесь нам надо. Здесь мы нашли записку про эту кору, что она нам нужна, чтобы сделать какой-то там клинок. Я вот не знаю. 15, да. Печь. Давай делать. Вот. Плавильная печь. Объединяем предметы. Это кора Сусура. Кора на месте. Теперь черед двуручного меча, кинжала или серпа. У меня есть кинжал. Ревущее пламя ждет подношения. Ты ощущаешь сладкий аромат, кора Сусура в огне насытила оружие. Сусура. Пламя гаснет, кинжал готов. Он, кстати, полезный. Я какое-то время довольно долго ходила у Астариана с ним на 2-м слоте оружия, потому что оно дает при попадании немоту. И это очень даже, я вам скажу, неплохо. Я вот не знаю, поставить вместо 3 по 17 огненного клинка. Ну, давай так. Говорю, давай так. Это пока пусть у тебя лежит. Это просто лежит. Да. Вот, теперь на этом можно и закончить. Только давайте вернемся обратно в подземье. В колонию. Спасибо вам, Твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.